Против телезрителей сегодня играют обладатель «Хрустальной совы» журналист Владимир Степанов, учитель Александр Мосягин, журналист Олег Овчинников, инженер Юрий Филиппов. Обладательница «Хрустальной совы» Анастасия Шутова и капитан команды, обладатель бриллиантовой 4 хрустальных сов, магистр игры «Что, где, когда» Максим Подошов. Против команды Максима Поташова сегодня играют Тамара Филюк, Барнаул, Надежда Белавина, Екатеринбург, Илья Руденко, Санкт-Петербург, Евгения Быстрова, Сыктывкар, сектор Блиц, Роман Рзаев, Тюмень, Екатерина Сакович, Уша, Сергей Вышегородцев, Электросталь, сектор Суперблиц, Анастасия Амбросьева, Соснова, Сергей Владыка, Молодечно, Мария Гурова, Симферополь. 13-й сектор. Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Магистры играют, как и всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Сегодня за столом команда второго по счету магистра клуба, а не по значимости, Максима Поташова. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. За последние 3 года я чаще всего играю с вашей командой и не устаю от этого. А вы? Мы тоже, кажется, не устаем. Максим, скажите, сколько игр за год вам нужно сыграть, чтобы вы утомились? Я как никогда об этом не задумывался. Ну, 10 готовы были бы? Мы теоретически можем каждые выходные. Максим, вы на все готовы, лишь бы под руководством Анастасии Шутовой не тренироваться, лишь бы она вас не заставляла. Екатеринбург, да? Сверху. Екатеринбург. Против вас играет экономист Надежда Белавина из Екатеринбурга. Господин Степанов, вы знаете, что такое рандосеро? Нет. Разберетесь. Это хорошо, что не знаете. Говорят, что первым в Японии стал ходить в начальную школу с рандосеру наследный принц и будущий император Тайсё. Произошло это вскоре после того, как в школе для детей аристократов появились новые правила. Их ввели в 1885 году в целях воспитания у учеников чувства равенства как между собой, так и с окружающими людьми. Внимание, вопрос. Что запрещали эти правила и что же такое рандосеро? Тормозок с едой какой-то? Или наоборот, может быть, велосипед какой-то, что тебя не приносят в планкине, а ты приезжаешь. Ронда как колесо. Слово, или это калька с Рандосеро. Ну там Лэнд. Ребята, велосипед нет? Вот что ты сам хорошо. Рюкзак какой-то. Смотрите, Ребят, рюкзак и носильщик. У тебя нет, ребята, у тебя нет носильщиков, и ты носишь все в своем рюкзаке. Они все в правильной форме, все ходят, японская форма. Бабочки какие-нибудь. А что такое рандосеро? Что такое Форма, рандосеро? они в форме, в принципе, И учатся. что запрещено было? Приходить, например, в своей одежде. Слышите, чтобы в своей одежде не приходил. Тогда все будут равные. если Это форма школьная, школьная форма. Первым начал Нет, конкретно с, не в, а с. С ней, с чем-то. Может, носильщикам тебя запрещали? Ну да, и Завтра ты студента. носишь там портфель какой-то школьный, да? Что такое рандосеро? Что запрещали правила? Кто отвечает? Ну, про школу попробует Александр Мосягин. Александр, прошу вас. Давайте предположим, что рандосеро — это нечто вроде школьного ранца, а запрещали они пользоваться услугами носильщика. Человек должен был сам приносить все свое. А теперь, внимание, правильный ответ. Ученикам запретили пользоваться помощью слуг. И с тех пор в Японии появилась традиция ходить в школу, посмотрите на экран,
с ранцами Рандосеру – это ранец. 1-0 в пользу знатоков. Александр Мосягин приносит первое очко для своей команды. По-моему, первая подача была Юрия Филиппова, что это портфель. И тут версия разыгралась. Нет? Нет? Кто-то другой сказал? Нет, Юрий сказал. Первым сказал Юрий. Мне кажется, я Сашу не услышал, но главное, что взяли. Мне кажется. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, господин ведущий. Игры магистров – это игры команд, в которых капитаны магистры клуба. Андрей, как вам первая игра команды Виктора Сиднева? Что вам понравилось? Яркая игра, плохо, что проиграли. Возможно, сыграл свою роль тактический просчет, что до последнего вопроса не сохранили помощь клуба. Но не мне решать, не я капитан команды. Очень понравился Леонид Климович. Знаю, что в клубе много кто ждал его возвращения. Возвращение получилось ярким, продуктивным. И, честно признаюсь, после игры мне многие девушки позвонили с вопросом, почему я не отметил роль Оксаны Петрунько. Я торжественно всем пообещал в следующей игре пристально за ней наблюдать. Благодарю вас. А интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. А вам что понравилось? Знаете, мне все понравилось. И счет прекрасный, и видео-вопросы тоже прекрасные. И даже вопросы с 13-го сектора прекрасные, хотя он проиграл. Поэтому я призываю эту ошибку исправить. И отправляйте, пожалуйста, вопрос в 13-й сектор по тому же адресу 13.alfabank.ru. Кстати, Алексей, вы знаете, что сегодня 13-й случай, Алексей, Да. сегодня 13-й случай в истории клуба, когда игра проходит 13 числа и на столе есть 13-й сектор. Слушайте, все в наших руках. Второй раунд. Господин Мосягин, Да, господин ведущий. скажите, а какое впечатление на вас произвела игра команды Виктора Сиднева? Потрясающе. Это одна из лучших игр, я уверен, за последнее время. Это была безумно энергичная игра, очень яркая. Вот борьба шла в каждом вопросе до последней секунды. Всю игру до последнего вопроса. Я считаю, что все должны так играть. Скажите, Александр, а вы что-то подчеркнули для себя, вот для собственного опыта? Сложно сформулировать, но вот я бы хотел играть так энергично. Да, согласитесь, что у команды Сиднева определенный свой стиль, неповторимый. Вы с вашим темпераментом смогли бы играть в команде Виктора Сиднева? Я бы очень стеснялся играть с такими маститыми игроками. Санкт-Петербург. Против вас играет экскурсовод Илья Руденко из Санкт-Петербурга. Господин Овчинников, 50 лет назад, 9 мая, в день празднования 30-летия Победы, был открыт монумент героическим защитникам Ленинграда. Возле центрального обелиска находится, посмотрите на экран, скульптурная группа победителей. Моделью для скульптуры рабочего стал архитектор проекта Сергей Спиранский. А как будет выглядеть солдат, скульптор Михаил Аникушин долго не мог придумать. Решение было найдено, когда он наткнулся на фотографию времен Первой мировой войны. Внимание, вопрос. Чья это была фотография? Ему много лет уже было. А там что-то видно, вот он стоит. Какие-нибудь известные фотографии есть Первой мировой войны у нас? Ну, Гумилев, допустим, какой-нибудь. Вот кто-то, кого мы знаем, не как солдата. С кого-то Ну, взгляд вряд ли есть. литератор в то время, да? А то, что он такой спортивный, как будто бы, может быть, каких-нибудь Ну, он скорее известных... худой, он изможденный такой. 15-16 года. Да. Фотографию можно До знать. 20-го условно. А есть какие-нибудь борцы, Кто-то в циркачи? Генератор какой-то, генерал, Кто-то нет? в молодости должен быть, правильно? Подобный нет, подобный вроде бы мощнее. Теоретически, может быть, какой-то советский Он скорее полководец. высокий, Брусилов какой-нибудь. Жуков там или Будённый. Жуков воевал. Да, Жуков точно в Первую мировую был. Но они все успели повоевать. Это да. 75-й год. Нам создает 75-й год. Вроде бы нет. Вот мог он сам все-таки В воевать? принципе, да. А Никушин в Ну, Первую воевать не мировую... мог, но жить в то время вполне нет. Хорошо, фотографии времен Маяковский Хорошо, а какой-нибудь. кто знаковые фигуры еще обороны Ленинграда, так, чтобы они были и в Первую мировую? Жуков командовал еще какой-то время? Нет, он унтер-офицером был, по-моему. Кавалерийский унтер-офицер, по-моему. Прошу. Кто отвечает? Я попробую. Деваться некуда. Прошу, Максим. Такое ощущение, что из выдающихся людей, известных, которые успели повоевать в Первой мировой войне,
выбрать будет очень сложно. Предположим, что вот Аникушину на тот момент было очень много лет уже, и он успел сам принять участие в Первой мировой, что это была его фотография. Это была фотография Михаила Аникушина. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы знаете, но мне, честно говоря, было очень интересно, знает ли кто-то в зале ответ на этот вопрос. Но я не буду сейчас спрашивать. Просто, Александр Друзь, скажите, вы знаете? Просто знаете или нет? На 100% не уверен, Не уверен. предполагаем. Господин Паташов, вы знаете, вот когда такое точное решение приходит в голову, то сразу понимаешь, что это оно. Образ солдата для скульптурной группы «Победители» скульптору Михаилу Аникушину помогла найти фотография, посмотрите на экран, молодого Георгия Константиновича Жукова, как Владимир Степанов вам и предлагал. Но, Владимир, это все равно здорово. Здорово. Да как? Ну как, Владимир, ну как не выберешь? Как можно себя? Ну, Все маршалы Советского Союза военные успели проиграть Первую мировую войну. Ну как тут? Все, Я не знаю, кого успел. сейчас? Нет, мне очень интересно. Ну и попробуйте. Рокоссовский. Попробуйте назвать Рокоссовского, не назвав Жукова. Попробуйте. Малиновский. Победить. Попробуйте. Володь, мало кто воевал. Попробуйте. Маршал победитель. Кто у вас? Ну, в общем-то, все. Ну ладно, мы не правы, все. 1-1. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Илья Руденко из Санкт-Петербурга. Мне все-таки вот очень интересно. Вот господин Козлов, вот я, друзья, уже послушал. Скажите, а вот вы как считаете, можно выбрать среди маршалов Жукова? Без сомнения, если ты доходишь до маршала, и за столом прозвучала фамилия Жуков, то все остальные маршалы, при всем уважении, они отступят немножко на второй план, и ты скажешь Жуков, без сомнения. Здесь как-то вот случилось просто такой вот несчастный случай. Третий раунд. Господин Овчинников, победная серия из 5 игр прервалась в финальной игре 2024 года. Это стало для вас первым поражением в клубе. Как вам этот опыт, Олег? Ну, в любом случае, из поражений надо уметь извлекать какие-то уроки. Я пересмотрел эту игру совсем недавно, буквально на днях. Я не смотрел эфир до этого. Ну, я кое-что вынес для себя. А почему не смотрели, переживали? Да, мне хотелось более холодной головой, скажем так, подойти к анализу. Да вы так не переживайте, дальше будет легче, вон у господина Паташова спросить хотя бы. Симферополь. Обещаете? Ну, у вас просто огромный опыт. Против вас играет Мария Гурова из Симферополя. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! В нашем районе построили новые современные жилищные комплексы. Каждый комплекс получил свое красивое название. Например, лаванда, черника, фиалка, миндаль. Но мое внимание привлек вот этот дом. Когда я его увидела, мне не было понятно, для чего нужны металлические конструкции. Однако стоило мне узнать, как он называется, как все стало понятно. Уважаемые знатоки, через минуту скажите, как называется данный комплекс и для чего нужны эти металлические конструкции на нем. Может быть, виноград, и он потом так зарастет. Плющ, виноград. Там были цветы сплошь. Нет. Нет, оно голое когда-нибудь зарастет. А вот как выбрать между вещами растений? Виноград, Виноград, Симферополь, нормально, да. Друзья, ласточкино гнездо. Плохо ли, что на нем ласточки, допустим, будут гнездиться? Все-таки растения. Растения. Хорошо, все, понятно. Просто крым их ложилось. Подсвечивают его как-нибудь, огоньки размещают какие-нибудь. Вот в дальнейшем Какой будет Что там в дальнейшем да. будет? Южные вьющиеся винограды, что-нибудь. хмель какой-нибудь, но... как будто бы нам интереснее. Смотрите, лаванда Если выбирать, то... Да. Смотрите, тень какая-то. Это не обязательно тень цветы, да, дает. черника цветов не дает практически. Да, не дает. Окей, ребят, а если это по цвету? насекомые или А, ребята, а животные? роза может быть, что вот шипастая защищает, но там непонятно зачем.
Нет, ну все простенько вроде бы жить вроде бы. некомфортно, да, если там пчелы будут. Ну, согласен, да. А можно, это нормально звучит название дома виноград? Почему бы нет? Итак, прошу, кто отвечает? Олег Овчинников будет отвечать. Олег, прошу вас. Да, мне кажется, что название этого дома «Виноград». Виноград. Для конструкции, а не для того, чтобы виноградные лозы вот так вились вокруг. Высадить их там, и они будут виться. Мне кажется, вы обсуждали плющ, да? Да. По-моему, Анастасия Шутова говорила, да? Говорила. Говорила. Внимание на экран. Этот комплекс называется виноград. Винограды уже посажены, а металлические конструкции нужны для того, чтобы крепить виноградную лозу в будущем. Это дикий виноград. Вырастает на 20 метров в высоту. А не плющ, госпожа Шутова. Знаете почему? Почему? Им конструкции не нужны. Они сами по стенке. Именно виноград. 2-1 в пользу знатоков. Реклама на Первом канале. Bad Boom в клубе «Что, где, когда» представляет главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Вы уже третью игру находитесь в нашем зале. Уже освоились? Да, уже практически как на бровке. Великолепно себя чувствую, тем более много общего. За короткое время надо найти правильный и верный ответ, и что не очень непросто случается. Поэтому уже как дома себя чувствую. Ну вы что-то интересное для себя подметили за это время? Интересное и полезное. Например, знаю, как теперь измерить площадь зерном или нарисовать розочку в капучино. Ну, сегодня, надеюсь, у вас еще появится новый повод для знаний. 4-й раунд. Спасибо. Господин Степанов, скажите, а вам приходилось смотреть «Что, где, когда» по телевизору? Да, приходилось, конечно. Скажите, а вам больше нравится сидеть перед телевизором одному или в коллективе? Мне больше нравится стоять здесь в коллективе, чем сидеть перед телевизором. То есть вы не любите дома смотреть, да? Ну, почему не люблю? Просто здесь мне нравится больше. Скажите, а вот когда вы, например, дома смотрите игру, вы автоматически пытаетесь ответить на вопрос? Или вы можете так со стороны просто наблюдать, следить за обсуждением? Когда человек, игравший здесь, смотрит за вопросом, он автоматически пытается на него ответить. Иначе не получится. То есть вы хотите сказать, что когда знатоки говорят, что мы просто стоим, смотрим, они немножко лукавят? Нет, не лукавят. Просто иногда ты не стараешься слишком активно брать вопрос. А иногда так интересно то, что происходит за столом, что перестаешь думать над вопросом. Максим сказал, как всегда, лучше, чем я. Против вас играет дизайнер Евгения Бастрова из Сыктывкара. Внимание, 3 картины. Уважаемые знатоки, перед вами, посмотрите, портрет Анны Никитичны и 2 пейзажа. Вид на Москву с Воробьевых гор и зимний обоз в пути. Но не эти картины прославили художника, а другие. Самые известные из них находятся у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там? Лунная ночь на Днепре, вот эти оттенки, видите? Или наоборот, это может быть, что не может быть. Слушай, ребята, самое известное, что ты отливал? Это должен быть художник с одной известной картиной. Это Малевич. Ребята, это Малевич. Может быть, Начиная жена. Ребят, Анна Никитична. Мы можем знать какую-то известного такие Мне кажется, мы должны по стилю понять. Другие картины переносят, картинки с выставки. Релижный какой-то. То есть какая на кулисами? Ребят, там все ровно, есть какая-то одна доминанта. На девушку с неравного брака, она не похожа? Смотрите, так что ли? Незнакомка, ребят, какая-нибудь? Кравской? Неизвестная. Другие. А там должно быть... Остальное небо? Ну, вряд ли. Господи, на море не похоже. То есть это москвич, видимо, какой-то, да? Грачи прилетели весенние. Что не картины не стало, что-то другое. Жанр какое-то изображение на купюре, мозаика какая-то. Похоже по пейзажу. Он не рисовал людей. Прошу, кто отвечает? Юрий Филиппов попробует. Юрий, попробуйте.
И все же, если мне дали отвечать, я думаю, что это Пукелев и неравный брак. Так, а теперь, внимание, правильный ответ. Юрий, я все-таки хочу понять, вот давайте мы с вами текст вопроса вспомним, но не эти картины прославили, а другие. То есть должен быть какой-то тип картин. Согласны со мной? Согласен, да. Какой тип картин вы имеете в виду, из которых самый известный «Неравный брак»? Ну, наверное, какие-нибудь жанровые. Угу. Так. Вы сейчас чего от меня ждете? Ну, почему вы... Я хочу понять, почему вы отбросили эту часть вопроса. У вас за столом была правильная версия, даже, по-моему, вы ее повторили вслед за Александром Мосягиным, но пошли на другой ответ. Пошел на другой ответ, потому что мне капитан доверил. А если вы имеете в виду, что морские пейзажи и Айвазовского, то я как-то, наверное, не смог самую знаменитую... «Девятый вал», да? Хотите слышать? Внимание, правильный ответ. Этот художник прославился в другом жанре. На его самых известных картинах изображено, посмотрите, море. Самая известная из них — картина Ивана Айвазовского «Девятый вал». Обидно? Обидно. Версия была уже второй раз за игру. Еще становится 2-2. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Евгения Бастрова из Сыктывкара. Пятый раунд. Господин Филиппов, вы знаете, ну, честно говоря, я думаю, что мы вместе с господином Гиязовым должны радоваться, что из 4 вопросов у вас дважды были правильные версии, и вы их не выбирали. Что может еще больше радовать ваших соперников? Ну, радуйтесь, пока мы даем вам такой повод. Но я хочу и за вас порадоваться, что вы телезрителям вообще шансов не даете. Еще не было ни одного вопроса, на который у команды не было правильной версии. Вы просто дважды не выбирали, но это тоже здорово. Раз моменты есть, да, господин Карпин, и голы придут. 13-й сектор. Интернет против знатоков. Сегодня в 13-й сектор поступило 126 547 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Вопрос из Костаная, и против вас играет пенсионер Николай Воронин. Внимание, вопрос. Сибирские охотники, идя зимой на промысел белки, не надевают шапку, а повязывают голову платком. Почему они так делают? Шашки не слышно просто. Ребята, а может быть, чтобы мех не спугнул, ты выглядишь как хищник, и белка может пугаться. Или пахнет, или от меха пахнет. И хуже остальное может быть А кожа и вот мех. запах или вид? Саша, его остальное кожа и мех может быть. Непонятно. В чем иначе он идет? Хорошо, он целится, Шапка да. действительно уши Если белка закрывает. сверху, если шапка тебе просто мешает Он смотреть на вверх. деревья ухо прикладывается, шапка мешает, он слушает, ну внутри белка, она же в дупле сидит. Если без просто не видно, Понимаете? просто не можешь Постоянно. смотреть наверх во время А платок мешает? Или он зависает, Шапка смотрит. спадает, когда целишься вверх. А завязки какие-то. То есть, действительно, ты по верхам. Да, хорошо. Белка наверху. А завязки какие-то на шапке, нет? Ну, не знаю. Ну, ладно. Смотри, хорошо, в дупло головой совать, чтобы... Да нет, ты случайно, наверное, будешь, если надо выгнать. Ребят, именно белка, да? То есть она мелкая, да, ее плохо видно, ей тяжело попасть. Как-то ты целишься. Да нет, наверное. ну, целишься, это ты от плеча, а ты не Ну, наверное. Итак, кто отвечает? Юрий Филиппов будет учить. Юрий, прошу вас. Попробуем еще раз. Есть такая идея, что если ты стреляешь в белку, белка у нас наверху где-то, то шапка просто будет спадать и неудобно будет. А платок ты повязал, он не спадает. Вы очень бурно обсуждали.
я не знаю ответа на вопрос, просто мне интересно, а какие у вас еще были версии, господин Паташов? Что шапка закрывает глаза, когда целишься вверх, что она мешает слушать, да, прислонить ухо к дереву. Что еще у нас было? Что запах от нее может сохраняться. Много версий. Ну давайте посмотрим, действительно интересно. Посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Слухи дело. По-моему, Анастасия Шутова говорила. Дайте прочту еще раз ответ телезрителям. Они говорят, что в шапке беличий шорох не слышен. Вот в чем дело, в слухе дело. 3-2 в пользу телезрителей. И 100 тысяч рублей получит Николай Воронин из Костаная. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» традиционный приз «Хрустальный атом», а определит лучшего Андрей Тимонов. Андрей, в прошлое воскресенье вы впервые вручили инновационный «Хрустальный атом». И многим телезрителям он пришелся по душе. Вам есть чем гордиться. Ну, знаете, господин ведущий, не столько сложно сделать красивый приз, сколько додуматься до квантово-механической модели атома, что лежит в основе этого приза. И потом еще додуматься, как ее применить на практике. Сегодня квантовая механика лежит в основе таких передовых технологий, как термоядерная энергетика, квантовые компьютеры, материал с совершенно невероятными свойствами или сверхмощные лазеры. Еще полшага и дойдем до квантовой телепортации. Вот за всем этим стоят ученые Росатома, ученые Курчатовского института. Вот где гордость настоящая, вот чем действительно можно гордиться. А приз сделать не так уж, чтобы и сложно. Благодарю вас, Андрей. 6-й раунд. Госпожа Шутова, вот теперь вас не послушали. В прошлом сезоне вы получили 2 хрустальных атома, приз за самый яркий ответ года и хрустальную сову. Анастасия, награды на вас не давят? 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 Чувствуете большую ответственность? Ну да. Но я в любом случае играю в команде магистра, поэтому ответственности было и так много. Анастасия, сбросьте ответственность. Вот берите пример с Кима Галачана. Он, как получил хрустальную сову, стал похож на почтальона Печкина, которому подарили велосипед. Он теперь все время такой добрый, а на вас ответственность давит. Блиц. 3 вопроса, по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, знатоки должны ответить на 3 вопроса подряд. Господин Паташов, вот смотрите, что интересно. Ваша команда в прошлом году, в прошлом сезоне играла в финале года. И оказалось там благодаря победе 22 декабря со счетом 6-5. Помните, да? Но Блиц тогда не выпал. И сегодня на столе тот самый Блиц. Мне крайне любопытно, ваша команда все равно бы вышла в финал года или играла бы команда Андрея Козлова? Но всегда интересно, что было бы, если... История не терпит сослагательного наклонения, кто знает. Но все равно, давайте попробуем. Внимание, вопрос первый. Ну, мысленно перенеситесь в декабрь, 22 декабря. Раз в год, в январе, в рамках специальной акции в зоопарке привозят своеобразные подарки. Слоны чешут об них спины, снежные барсы с их помощью точат когти, а винторогие козлы используют их как лакомство. Наталья Михайлова из Нижнего Тагила интересуется, что же привозят в зоопарке. Раз январь. А что-нибудь еще? Мандарины. Какие-то подарки? Вот прям. Слушайте, это дерево должно быть. Ну, наверное, или что-то жесткое, да? Да, конечно. Да, эти ну да. Там же зелень какая-то, То есть это иголочки точно остались. растительное, да, раз козлы это едят? Елки с Нового года как да. остались. Хорошо, что еще? Слоны чешут, что-то акция. острое. Прошу. Мы считаем, что привозят елки. Какие? Бывшие новогодние. Внимание, правильный ответ. Благодаря зоопаркам нашлось применение тому, что раньше просто отправлялось на свалку. Животным привозят нераспроданные новогодние елки. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй.
Светлана Сизова из Москвы попросила показать вам необычную разметку, которую в декабре 2023 года разместили владельцы одного небольшого супермаркета в Манчестере, а условное обозначение попросила скрыть. Светлана интересуется, для кого предназначена эта разметка. Санта с оленями, 9 оленей и Санта. Отлично. Сани. То есть там в сане, да? Ну, это 9 оленей, и 300 для него. Для кого 9. предназначено? Ну, я думаю, что это вариативно, но 9. их много, и там передние. А что скрыли, ребят? Скрыли, Ну, ну, вот подписи какой-нибудь, какие-то, типа, оленей рога скрыли, где кто стоит, Сани. Для кого? Для кого предназначено? Прошу, кто отвечает? Анастасия Шутова ответит. Анастасия, прошу вас. А это парковка такая воображаемая, может быть, реальная, для Санты, его упряжки и Давайте детей. посмотрим, кто-нибудь нам покажет ее, да. Анастасия, извините, это я для телезрителей. Еще раз, это парковка Для того, чтобы Санта с его 9 оленями припарковал свои сани. Владельцы супермаркета придумали разместить эту разметку. Посмотрите на экран. На крыше супермаркета. А скрыли мы от вас обозначение оленей. А где сани ставить, а где олени? Парковка для упряжки Санта-Клауса. И, наконец, решающий третий вопрос. Анастасия, вы перенеслись мысленно в Новый год? Судя по всему, да. Анастасия Волосова из Зеленограда попросила показать вам Деда Мороза, который в 1958 году приехал на Кремлевскую елку, а его тройку попросила скрыть. Анастасия интересуется, что же мы от вас скрыли? Спутник или тройка, ребят, тройку. Ну, это- Спутник или ракета? Нет, Спутник 57 года. Хорошо. Спутник 57 года, да, подходит как раз. Подожди. Ну, тройка, Смотрите, ребята, ребят, там крепления вот такие восходящие как раз. Ну да, ну спутник лучше, конечно. Да. Почему тройка? 58. Ну, потому что тройка Ну, там тройка, движущая куда-то- сила, а это на куда-то- спутнике По пойдет. дефолту у тебя просто тройка. Итак, кто отвечает? Я буду отвечать. Прошу, Максим. Да. Предполагаю, что там где-то должен быть спутник, запущенный в 1957 году. Что там? Еще раз. А его тройку попросил скрыть. Что скрыто? Непилотируемые космические объекты, спутники. Сколько их? Ну, 3 должно быть. А почему вы отвечаете спутник? Потому что самый важный был первый. А теперь, внимание, правильный ответ. Вместо лошадей в тройку Деда Мороза запрягли, посмотрите на экран, 3 искусственных спутника Земли. 2 спутника были запущены в 1957 и 1 в 1958 году. Господин Козлов, вы знаете, ну я вам честно скажу, не факт, что этот ответ в декабре я бы засчитал. Но сейчас мы... Игры у нас такие расслабленные, пока еще Ну, не такие уже ослабленные. завязки особой нет, поэтому Вы уже не засчитали юбки, поэтому мне кажется, что... достаточно. 3-3. Господин Белозеров, Борис, в этом сезоне правила исключают практически конкуренцию между командами знатоков. Скажите, для вас это облегчение? Да, господин ведущий, добрый вечер. Это облегчение. Всегда приятно иметь возможность болеть за играющую команду без малейшей заботы о том, как именно она сыграет. Борис, то есть вы можете болеть за другие команды и не держать камень за пазухой? Ну, это всегда так, да. Просто сейчас это стало совсем легко и приятно. Господин Элькис, вы тоже без камня пришли? Я всегда без камня. А карманы готовы показать? Готов. Господин Друсь, а у вас камень есть за пазухой? Господин ведущий, сейчас фигу из кармана выну, и увидите, что там нет камня. Александр, у нас все-таки интеллектуальный клуб. Ну что же вы так, ну... 7-й раунд. Господин Поташов, вы один из 3 знатоков вообще в истории, кто принимал участие во всех без исключения юбилейных играх. Для вас есть что-то особенное в этих играх?
А что вы имеете в виду? Весь сезон или какой-то Ну, весь конкретный? сезон, ну вот юбилейные игры обычно вот начинается год, когда наступит юбилей, и вы всегда были Я, действующим честно говоря, игроком. не очень помню, что было тогда. В этот раз мы, конечно, ждали юбилейного сезона и рассчитывали, что он действительно будет особенный, необычный и особо интересный. Тюмень. Против вас играет менеджер Роман Рзаев из Тюмени. Госпожа Шутова, представьте, вам это легче других будет представить. От 6-вольтового сухого элемента электричество подается на лампочки, которые установлены на указательном и безымянном пальцах. Переключатель расположен на тыльной стороне указательного пальца и может управляться большим пальцем той же руки. Это принцип работы приспособления, которое в 30-х годах прошлого века придумал изобретатель Джордж Уильямс. Внимание, вопрос. Для кого предназначалось это приспособление? У тебя лампочки, То есть у и тебя- ты вот можешь включать, выключать, шахматисты. Как-то так. Указательный безымянный. Ты вязать, шить. Ты шьешь, смотри, указательный. давайте это хотя бы нарисуем. А У зачем тебя это лампочки? Ты лампочки, показываешь. легкое что-то на пальцах. А Смотри, ты в темноте что То есть пишешь? руки открыты, это не перчатки. Не перчатки, а может перчатки. Зачем вообще эти лампочки? Кто не слышит? А может быть, чтобы действительно Ты писать в темноте? подсвечиваешь. Вот ты В темноте пишешь. ты должен что-то указать кому-то, да? Нет, Регулировщик ты сам какой-то. это Ребята, делаешь. себе У тебя что ли? маленькие Ребята, регулировщик регулировки. какой-то. Может обучать Ребята, на игре пальцах, фортепиано? это маленькие лампочки. Ты Игре какой на фортепиано делаешь? нельзя обучать? Кто-то что делает правой рукой условно. Хорошо, а если у нас вот так вот Пианист какой-то. средний палец не задействован, да, и безымянный не задействован. Разные Как будто бы через один палец. Право и лево. Писать. И чего? Дирижер, прикольно, да, ты переключаешь, ты не должен И он отвлекаться. Я просто И- пытаюсь понять, палочку. кому в темноте может что-то указать. И чтобы они лучше видели пальчик. И если ты держишь палочку, может быть, действительно, вот какой-то охват палочки. А что ты Итак. так держишь? Художник. Картежник. Кто будет отвечать? Владимир Степанов попробует. Владимир, пробуйте. А можете вас просить повторить вопрос? Господин Гиязов, можно повторить весь вопрос? Я думаю, что в прошлый раз вы дали скидку, а сейчас скидок уже нет. То есть часть вопроса. Часть вопроса. Ну, только если последние несколько слов. Да. Переключатель расположен на тыльной стороне указательного пальца и может управляться большим пальцем той же руки. Это принцип работы приспособления, которое в 30-х годах прошлого века придумал изобретатель Джордж Уильямс. Для кого предназначалось это приспособление? Ну, там еще было в начале про лампочки 2. Ох, я все равно думаю, что это могло предназначаться, например, для дирижеров, которым таким образом, может быть, было проще управлять в полутьме, допустим, с оркестром, указывая ему лампочками ту или иную партию, например, или тот или тот темп. Ваш ответ понятен, а теперь, внимание, правильный ответ. Так, господин Антохин, у вас версии есть? Ничего хорошего нет. Ничего хорошего нет. А у кого есть хорошее? Тишина. Вот это да. Здорово. Приспособление представляло из себя перчатку. И Александру Мосягину было легче всего вам помочь, потому что он у нас кто? Учитель? Левша. Вы левша? Да. Я просто даже обратил сейчас только внимание, что вы пишете левой рукой. А если левша, то тогда для кого? Ну, может быть, для того, кто что-то пишет, вот ты правой рукой подсвечиваешь, а левой что-то пишешь в темноте. Кто-то вот специально... Приспособление представляло из себя перчатку для левой руки с сигнальными лампочками. Джордж Уильямс изобрел, посмотрите на экран, перчатку для автомобилистов, чтобы подавать сигналы. Лампочки помогали подавать сигналы для других водителей. 30-е годы прошлого века. Хорошо. 4-3 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей
от Альфа-банка получит Роман Рзаев из Тюмени. Реклама. Господин Карпин, в последнее время команда Максима Паташова занимает лидирующие позиции в клубе «Что, где, когда». За последние 3 сезона она дважды выходила в финал года. Скажите, вы почувствовали их силу? Да, я думаю, что все уже почувствовали их силу, но здесь главное не расслабляться. Реал Мадрид тоже выиграл 2 раза за последние 3 года 2 Лиги Чемпионов, а на этой неделе проиграл 0-3 Арсеналу. И не знаю, сможет ли отыграться на следующей неделе. Но это мы посмотрим и все матчи Лиги Чемпионов в клубах Бэтбум по всей России. Уверен, будет жарко, так же, как и здесь. Благодарю вас, Валерий. 8-й раунд. Уважаемые телезрители, ваши вопросы на игру можно присылать по электронной почте, адрес вопрос@tvigра.ru, по почте 127 427 Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда», либо просто заполнить форму на сайте tvigра.ru. Господин Гиязов, вы уже приучили телезрителей снимать вопросы. А какие еще вопросы вам по душе? Расскажите. Знаете, господин ведущий, мне нравятся вопросы с предметами, особенно если знатоки могут с ними как-то взаимодействовать, там, выпить. Поэтому присылайте не только письма, но и бандероли. Так, Соснова. Против вас играет менеджер Анастасия Амвросьева, поселок Сосново, Ленинградская область. Госпожа Шутова, вы специалист по спортивным вопросам, поэтому я к вам. Хорошо. Вы знаете, что в одном боливийском футбольном клубе есть колумбийский игрок с самой обычной фамилией – Гонсалес. Нет. И довольно необычным именем – Эфмам Джейсон. Господин Карпин, вы знаете такого футболиста? Вообще не в курсе. Посмотрите на экран. Если бы родители Гонсалеса были бы не колумбийцами, а русскими, например, то его имя звучало бы иначе. Внимание, вопрос. Как бы звучало его имя по-русски? Досрочный ответ, господин ведущий. Досрочный ответ. Видите, господин Карпин, знают у нас этого футболиста. Прошу, кто отвечает? Сейчас увидим. Владимир Степанов отвечает. Владимир Степанов. Я не знаю этого футболиста, но это имя представляет из себя 12 букв по месяцам года по-испански. Так, и как бы его имя звучало по-русски? И так далее. Нет уж, Владимир. А по-русски бы оно звучало как Яв, Мама, А, ну, видимо, Сонд, опять же. Эфмам Джейсон – это аббревиатура из первых букв названий месяца в испанском языке. Если бы кому-то в России пришла в голову аналогичная идея, мальчика бы звали, господин Степанов, Евмами Иасон. Как звали мальчонку-то? Евмами Иасон. 4-4. Владимир Степанов принес для своей команды дополнительную минуту на размышление. 9-й раунд. Господин Паташов, вы обратили внимание, как вам Волчок выбрал вопрос? Да? Между Суперблицем, покажите это место, между Суперблицем и Молодечным. Вот прям вот именно этот вопрос Волчку захотелось в этот момент. Видно, боялся за вас. Удачно захотелось, да. Посмотрим, какие у него еще желания сегодня. Вообще от Волчка многое, конечно, у нас зависит очень. И сейчас Уша. Против вас играет кандидат исторических наук Екатерина Сакович, деревня Уша, Минская область. Господин Паташов, в 2011 году вышли мемуары португальского писателя Жозе Луиша Пейшоту. Вы знакомы с его творчеством? Нет, слышал про такого, но не знаком. Перескажу. В каждой главе он рассказывает о той или иной стране, которую ему посчастливилось посетить. В одной из глав писатель упоминает о сувенире, который он однажды купил. Подобный
предмет есть и у нас. Внимание, черный ящик. Господин Паташов, когда дома писатель разглядывал то, что купил, он поражался, как какой-нибудь цветок, например, постепенно превращается в точку. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Матрешка, очевидно. А там цветов, они все меньше и меньше. Ребята, роспись какая-то хохломская. Вот где у нас цветы, они переходят от одного к другому. Ты его крутишь, там... Калейдоскоп не специфичен на стране. Согласна. А может оно правда динамичное какое-то? Вот ты что-то растягиваешь или головоломку какой-то. Вот типа пружинка какая-то, которая вот может раздвигаться. Они одинаково разрисованы. Они примерно... Один сюжет. Да, один сюжет, одна цветовая гамма, как правило. Друзья, а при мозаике какой-нибудь тоже? А вот чтобы оно менялось, ты прям переставляешь там составные части какие-то. Тебе нужен сувенир, который страну ясно показывает. Игрушка какая-то, Фрактал японская что-то. может быть какой-то. Типа фрактала, что-то. Ну а как он? Вот, ребят, роспись какая-то что-то меньше. Что-то уменьшающее. Что-то вот... Сходится. Труба какая-то подзорная, Он дома уже рассматривал, да? Там спокойная обстановка. Прошу. Еще лучше, да? Я буду отвечать. Есть предположение, что это такой набор фигурок, которые все меньше и меньше, каждая следующая. И, соответственно, если на самый большой нарисован цветок, то он постепенно уменьшается, когда мы движемся вглубь этой матрешки, и у самой маленькой там уже практически точка. В черном ящике? Я думаю, что матрешка. А теперь, внимание, правильный ответ. В Москве писатель купил самый популярный русский сувенир в нашем черном ящике. Матрешка. Цветок на большой матрешке постепенно превращается, сейчас вам покажу, в точку. 5-4 в пользу знатоков. Максим Паташов. Очень важный момент. И капитан взял игру на себя и вывел свою команду вперед. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у меня к вам радостная новость. Ваша помощь сегодня не понадобится, господин Тимонов, потому что помощь можно брать у нас только когда проигрываешь телезрителям. Нельзя оставлять на последний раунд на счет 5-5. К сожалению. По нашим правилам, только когда проигрываешь. А уже команда может только проиграть, а проигрывать не может. 10-й раунд. Но Суперблиц еще на столе. Юрий Филиппов будет играть в Суперблиц. Посмотрим. Юрий, Максим часто доверяет вам Суперблиц. Вы вызываете доверие или Максим просто очень доверчивый? Барнаул. А вот это волчок, конечно, хулиган. Против вас играет Тамара Филюк из Барнаула. Господин Сиднев, почему, собственно, хулиган? Потому что этот вопрос не выпал на вашей игре. То есть вам он не выпал. Это был единственный вопрос, который с вашей игры сегодня на столе. И он выпал в такой ответственный момент команде Максима Паташова. Господин Паташов, мы кладем головы в пасть льва и не знаем, сомкнет он челюсти или нет. Внимание, вопрос. О чем это недавно написал ученый Павел Амнуэль? Искусственный интеллект. Хорошо. А это похоже на космические старты? Вот под тобой там Там тонны ничего топлива нового, и... как будто бы. Хорошо. Недавно важно. А если с пандемией и маской какой-нибудь? А биологическое что-то, там, редактирование генома, вот искусственные животные, чтобы прямо... Это не прям- так Известно не так недавно. Хорошо. Технологии более... Недавно. как бы- А что Он не- фантаст. Что вот вообще, это? он, А. да, он фантаст. Космос, какой-то роботы какие-то. Вот Ну, что новое? все, что Да, вас устраивает. да, сами делаем. То, что мы на Марс мы пытаемся
Атомная энергия какая-то. Ну, не то, Тоже чтобы недавно. опасно. Ну, согласен. Ну, где-то в биологии. Что-то с биологией. Есть связано. Ну, редактирование геномов там, да, новые вирусы. Клонирование. Это лекарство автора. Клонирование вроде бы сейчас уже не очень. Недавно. Ну, да, недавно писал. Мы кладем голову в еще честь с пасть льва, не знаем, Не сомкнет знаем, или нет. сомкнет или нет. То есть Какие-то болезни мы пытаемся ты кому-то победить. доверяешься, да, там что-то без страховки делаешь. Может, электромобили Формулируйте в ответ, ребят. какие-нибудь, вот что-нибудь еще. Отказываешься от Работаете с чего-то. нейросетью, о чем? О чем? Искусственным интеллектом. Прошу, Максим, кто отвечает? Я буду отвечать минуту. Оставим. Алексей Гиязов. Да, у нас традиции, у нас всегда остаются. Может, и не останется, посмотрим. Мне кажется, что речь о том, что мы не совсем точно сейчас называем искусственным интеллектом. То есть это вот попытки создать искусственный интеллект с помощью нейросетей. То есть ученый говорил об... Ну, о том, что мы называем искусственным интеллектом. А Хотя вы это как не совсем. называете? Я это называю попыткой создать искусственный интеллект с помощью нейросети. Полноценным искусственным интеллектом это еще не является. А вот что будет, когда он станет таковым, это вот тогда я узнаю. Ваш ответ понятен, а теперь, внимание, правильный ответ. Господин Синев, вы бы ответили на этот вопрос, ваша команда? Думаю, да. Если это правильный ответ. Это правильный ответ. Счет становится 6-4 в пользу знатоков. 6-4 в пользу знатоков. Команда Максима Паташова одерживает свою первую победу в сезоне над телезрителями. Вот имена победителей. Юрий Филиппов, Владимир Степанов, Александр Мосягин, Олег Овчинников, Анастасия Шутова и Максим Паташов. Господин Тимонов, я вам честно скажу, я не знаю, как выбирать лучшего игрока сегодня. Глаза разбегаются, но слово за вами. Кто из знатоков был сегодня лучшим? Знаете, господин ведущий, разрывались между Анастасией Шутовой и Алексеем Мосягиным, но кажется... Александром, прошу прощения, но кажется, после ответа Владимира Степанова, вот он был треугольный. И как-то игра после этого пошла легко и приятно. Владимир Степанов. Владимир Степанов, «Хрустальный атом» ваш, поздравляю. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Лучшим вопросом станет вопрос о скульптуре с лицом молодого маршала Жукова. И Илья Руденко из Санкт-Петербурга получает дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас. Поздравляем Илью. 200 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад Альфа-банка. Теперь в призовом фонде 1 миллион 308 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, команда Максима Паташова теперь сыграет в мае, после майских праздников, вновь. А через неделю в нашем клубе продолжатся весенние игры магистров. Смотрите третью игру в следующее воскресенье, 20 апреля, на Первом канале, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо всем за игру.